Надоели правила? Добро пожаловать на Anarchy Wasteland. Новый, чистый анархи-сервер по Майнкрафту, где можно все. Никаких банов за гриферство. Строй, объединяйся в кланы и доминируй. Ищи сокровища в полностью сброшенном мире. На сервере есть PvP-арена, дуэли, автошахта, а также дешевый донат без имбы, которая здесь не решает. Твоя свобода начинается здесь. Присоединяйся. На дворе 24-й день, и к нам пришла вот такая чудила. Мы перебежали немного в другое место, к другому выходу, чтобы избежать всей той армии, которую увидели в первой серии. И ждем просто, пока откроются ворота. Я надеюсь, что этот огромный дух на нас не нападет. А вот они уже с кем-то махаются. Какой-то огромный скелет, и скелет его замутузил. Но там выпало что-то классное, я бы очень хотел это забрать. Ладненько, времени все равно много. У меня целая пачка стрел. Возможно, я смогу его одолеть. Понятно, стрелы здесь не работают. Нет, не будет. А я тебя могу ударить. Окей, а если я просто подойду? Будешь бить меня через 2 блока? Минус скелет. Довольно такие простые мобы. Упали косточки, которые мне сильно пригодятся. Здесь дропнулось тлеющий уголек скверны, бесплотный дух, мармеладные клыки вампира. Тоже какое-то барахло лежит. Интересные, конечно, у мобов в лабиринте взаимоотношения, но пока что довольно легко. Ни один босс еще к нам не пришел. Вы тоже, да, слышите этот вой? Видите то чудило, которое там заспавнилось? Очень похоже на Гаста. И оно пуляет сразу 3 или 4 фаербола. Довольно-таки стрёмная штука. И у него очень много хп, по всей видимости. Да, это Гаст. Денча, у тебя все в порядке вообще, нет? Думаю, что да. Он плачет, вы посмотрите, с него падают слезы. Прикол. Осталось 37 стрел, и у него целая половина хп. Попробуй задамажить его с меча. Сначала надо протестить урон. Поставлю вот сюда блок, запрыгну. Если он может атаковать только шарами, то я спокойно смогу его убить. Но послушай... Твою мать! А откуда он мне, интересно, дамажит? Это получается то, что с него выпадает? Но он меня не бьет отсюда. А я его могу бить. Все, красота. Урона, конечно, супер минимально. Но разобраться с ним нужно. Он развернулся, отхожу. Ну чё зыришь-то, пуляй давай. Кого ждешь-то? Видимо, передумал. Если бы он заспавнился где-то на открытой местности, он бы нас сразу разнес. Последний удар и умирай. Вроде бы все. Надеюсь, дропнулось что-то. Опа. Это сундук? Опыта 4 левела сразу так. Ну да, 4 всего. В нем лежит трофей Ургаста, карминит, огненные слезы. Вообще без понятия, что это такое, но трофеи я люблю. Если такая балда заспавнится в открытом мире, где живут мои жители и, в общем-то, моя деревня, он нас просто всех уничтожит. И нужно быть к этому как-то готовыми. К сожалению, ворота открылись не те. Придется сидеть еще 1 день. Или 2. Да, Денча? Да. У меня заспавнились гасты. Во прикол. Тех можно не трогать вообще, но этих нужно убить, так как я хочу выйти из лабиринта и при этом засейвить Денча. Надеюсь, что их всего 3 штуки. Приколы на этом не закончились. С этой стороны огромная армия заспавнилась. С этой стороны тоже. О, пошел махач. 1 удар. Я чуть не умер только что, окей. К стене не подхожу. Минус. Готово. Я напоминаю, что у меня нет кирки. Я не могу тупо сломать блок, чтобы их всех завалить. Поэтому придется действовать очень аккуратно и долбить их сверху. О, вон еще толпа прибежала. Твою мать, они с этой стороны. Аккуратненько, аккуратненько. Я отсюда ухожу. Блин, и отсюда стреляют. Денча, там же Денча сидит. Он побежал. Твою мать. Нет, пацаны, все за мной, за мной, за мной, за мной. Денча, беги, беги. Твою мать, Денча, нет. Я сейчас тоже умру. 2 сердца, 2 сердца. Твою ты мать, еще толпа. Денча, беги. Я тебя сам убью, если ты не убежишь. Бегом, 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 1 сердце. Стой. Блин, надо тебя
Твою мать! Денча, беги! Нам надо просто отсюда убежать. Но он стоит, падла, потому что я ему дал... я не могу его забрать. Тут тупик, блоки, срочно, блоки. Иди сюда! Твою ты мать! Бедный Денча. Как я вообще не отъехал, это непонятно. Мне очень повезло. Вы посмотрите, что там творится. За Денча и двор, стреляя в упор. Вы скажите мне, как я буду смотреть в глаза его жене и ребенку после такого? Опа. А тут все пропали. Это, конечно, хорошо, и все классно. Там, кстати, седло валяется. Но благо, заранее я знал, что такое может произойти, и к этому подготовился. Сейчас выйду отсюда и все расскажу. Я наконец-то вылез и сразу же проверяю лифт. Да, здесь 2 жителя и 2 чувака, по всей видимости, да? Это Антон, а это Дида. Это же мужик, я правильно понял? Да, это рыбак. Ну и это рыбак. Точно, тут же бочки стоят. Алмазная кирка, панцирь шалкера. Мне кажется, вы немножко перебарщиваете с ресами. Рядом с огородом я заранее поставил могилку. И все по кайфу. Здесь лежит Денча, царство его небесное. Его можно воскресить. В общем, мне нужно будет вызвать жнеца. Убить его и уже косой воскресить Денча. Это крутая затея. Но мне нужно где-то найти обсидиан. Кстати, она оделась в броню. Прикол. И сделать я это могу либо во внешнем мире, либо каким-то образом здесь выбить с мобов. Да уж. Но без Денча я отсюда не уйду. Добро пожаловать в мою деревню. У нас здесь есть ребенок Банка, 2 жителя. И самое главное, есть Калина. Вам ее трогать нельзя, она уже занята. И если что, я второй на очереди. Вы пока что можете жить здесь. Выглядит супер. Прекрасно. Теперь очередь для строительства. Здесь есть каталог построек. Я могу выбрать какое-то здание, чтобы увидеть его требования. Например, хранилище. 4 сундука, 1 кафедра. То есть просто строю дом и засовываю туда вот эти вот штуки. Также есть кузнец, видимо, кузня, по сути, где будет работать кузнец. Лазарет, кладбище, библиотека, музыкальный магазин. О, кстати, вот это круто было бы, если бы я мог покупать пластинки. Дальше я могу стать королем. И это самое крутое. Чтобы собрать всех, кто у меня по итогу будет, и увести за собой. А еще у меня такое ощущение, что Антон находится не у себя дома. Надо убрать всех отсюда животных. Мне совсем не нравится, что Банка растет рядом со свиньями. По сути, в свинарнике. Это довольно-таки странно. Я подобрал чужого ребенка. И сейчас его унесу. Вы посмотрите, как это круто выглядит. Блин, хочу себе 2. На 2 плеча. Но как бы странно это ни звучало, я не знаю, как его дропнуть. Не осуждайте меня, пожалуйста, в комментариях за это. Я не могу на него нажать. И как вам вообще моя рука? Классно, да, выглядит? Я не знаю, как это исправить. Подбираю Банка и закидываю в кровать. Все. Кайфуй, чиль, моя миссия выполнена. Только твою мать! Что мне делать с моими клешнями? О, все, я исправил. Но теперь надо вспомнить, как это было изначально. Делаю для вас сальто и погнали. Ну что ж, у нас на дворе наступил 35-й день. Я построил еще небольшой такой вот райончик в своей деревне из 1, 2, 3, 4 дома. И сейчас заселю сюда всех остальных жителей. Я еще не заглядывал в лифт и даже не представляю, кто меня там ждет. Дома выглядят примерно одинаково. Вот этот немного более импортный, так как у него есть выход на 2-й этаж. Но я со временем обязательно их обустрою и доделаю, потому что мне аж самому стыдно за то, какой классный строитель. Отслеживать по дням, когда откроются какие ворота, я перестал. Я не понял, как они работают, в какое время они открываются и закрываются. Ну, в смысле их очередность. Так-то они открываются утром и закрываются вечером, очевидно. И поэтому я остановился где-то, наверное, на 12-м дне. И после этого ничего не делал. В общем, в лифте у нас... О, боже, как много всего. И каким-то образом здесь сломана бочка. А кто ее сломал, я не знаю. Я вижу 2 жителя, самые-самые обычные. Это у нас Дольча и Сашка.
Сашка. Ну пусть будет Санек. Но почему-то Санек какой-то маленький. Это довольно странно. Особенности: дворфизм, вегетарианец. Дворфизм, но это дворфы, то есть такие гномы типа побольше. Кто играл в Warcraft, тот шарит, но может быть и в другие игры. И также меня интересуют вот эти три паренька, которые с оружием. Кто это вообще такие? Взаимодействовать я никак с ними не могу, но по всей видимости это какие-то охранники. И это, кстати, очень хорошо. И бочки каким-то образом оказались не здесь, а здесь. И к тому же они полностью пустые. Пока они разбираются, в какую сторону идти, я, пожалуй, наконец-то беру свой огород за 10 дней, которые они у меня тут растут. С полной посадки вышло 3 стака. Очень хорошо. Я доволен результатом. Вы это слышите? У меня только что играла здесь музыка. Как будто кто-то дудел флейту. Либо она плачет от того, что это максимально кринжово выглядит, либо от того, что она безумно счастлива, где находится. Но думаю, что точно не второй раз она живет в свинарнике. Но вы просто посмотрите, какая это милота. Это очень круто. А возможно, она плачет, настроение грустное. В браке с Дидо. Я прошу прощения, что показываю всю вот эту вот штуку, связанную с жителями. Но я просто иногда не понимаю, как тут все устроено и происходит. У нее недавно отъехал муж, которого я со временем воскрешу 100%. Ну как можно было настолько быстро это все сделать? А как же ребенок? Банка, извини, но мне придется забрать тебя к себе. Как я изначально хотел, я уберу отсюда всех животных. Пока что сидите здесь. И, наверное, бахну ограждение прямо тут. Вроде бы будет неплохо смотреться. Свинки готовы, курочки готовы. Ну быстрее, толстухи. Калина опять храпит. Ничего не меняется. Ну и овечки тоже готовы. В общем, я сделал не один большой загон для всех, а 3 отдельных. Ну, этих я, конечно, вместе поселил, потому что, ну, вы сами понимаете, что я, если приду туда махаться, то я буду забирать всех. Курочки мне не особо нужны, да и овечки, в общем-то, тоже их буду просто стричь. А эти, ну, не знаю, просто по приколу. У меня вот еще 2 яйца есть, проверим удачу. Я сегодня неудачный. И гляньте, как я прикольно повесил сюда фонарик. Это очень лампово смотрится. Вот здесь нужно будет все расчистить. И, скорее всего, я сделаю здесь небольшую какую-то построечку в виде фонтана, где будут жить вот эти жабки. Если они что-то еще умеют, кроме того, как дудеть в дудку, и вообще, возможно, они смогут делать и устраивать какие-то концерты прикольные, будет здорово. А он тот сидит, грустит, рыбачит. Ну ладно. Калина все еще храпит. А банка на это сидит и смотрит. Вы слышите опять этот рык? Что-то происходит в лабиринте. То, что я там встретил, я так и не разобрался, откуда взялась такая огромная орава. Возможно, то, что я остался там на ночь. Но за эти 10 или 12 дней, пока я здесь, не было ни одного нападения. Это довольно странно. В общем, тактику и все остальное пока что не понял, как действовать, но потихоньку буду подготавливать свою армию. И первое, с чего я начну, это буду ставить сюда кровати и потихоньку всех расселять. Здание добавлено, супер, все, теперь здесь может кто-то жить. Надеюсь, что они все подойдут по размерам. А вот здесь, когда я тыкаю, почему-то только добавить комнату. Здание слишком маленькое. А если вот это попробовать? Нет, и это тоже маленькое. А это вообще должно быть самое крохотное. Ну да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 8 вот это вот маленькое. А большое... 1, 2, 3. Странно. Здание слишком маленькое. Тут, оказывается, можно построить гостиницу. Грустные жители топят свои печали в вине, а гостиница также привлекает всевозможных путешественников. Вот это круто. Теперь я понял, что я построил на том месте, где у меня был свинарник. Все равно, по сути, гостиница в средневековье — это тот же свинарник, так что какая разница? Оказывается, как я понял, листва не считается крышей. Спрашивается, какого хрена наши предки жили под листиками? И при этом еще ими торговали. Вот такая вот карта получилась.
И вот это дальнее, я так понимаю, что это, скорее всего, мой дом основной. Так как и в этих вот домиках я сделал крышу из листвы. Ну да, все верно. Я вспомнил, что именно сюда я заселил Денча. А все остальные так просто там спят, ходят. Ну ясно. Дольче это новоприбывший. Настроение несчастное, характер хмурый. Ну пойдем со мной, я покажу тебе новый дом. И еще нужно найти того гнома, который ко мне прибыл. Ничего не имею против маленьких людей, но вы поняли. Это теперь твой новый дом. Хороший дом, но все кровати, похоже, заняты. Но они не заняты, здесь никто не спит. Давайте я поставлю еще одну. О, спасибо. Да не за что, все, теперь ты чилишь тут. Антон и Дида. Ладно, пока вы спите, я у вас тут наведу небольшой порядок. Все, теперь я двух мужиков поселил вместе. Что вы будете дальше делать, мне не интересно. Главное, что свою работу я выполнил. Я слышу новый звук. Ха. Барабаны. Блин, какой же кайф. Следующая задача — найти гнома. Но есть небольшая проблема. У меня слишком высокая трава для него. Может быть, он все-таки обиделся на меня. Прошли почти сутки. Я до сих пор не могу найти гнома. Он просто испарился куда-то. У меня нет идей. Может быть, и сам придет. А может и нет. Но будет жалко потерять боевого дворфа. Я нашел гитару. Это самое прекрасное, что может быть. Хочу просто посидеть и понаслаждаться. О, дворф пришел. Ничего себе, паренек, ты где был? Сашка, ленивый. Ладно, пойдем за мной. Раз я тебя немножко обидел и напряг, то я тебе подарю самый прекрасный дом, который здесь есть. Так, нет, я все-таки передумал. Чиль здесь. А я забираю банка. А я не могу его брать? Это потому что он большой? Все, я его забрал. А кровать забираю тоже с собой. Теперь нужно найти его мать. А, вот она. Калина. Иди за мной. Это твой новый дом. Здесь будет жить у вас банка, который просто теперь ходит. Значит, ему не нужна кроватка. А я могу сделать это его домом. Здесь нет пустых кроватей. А, теперь тебе нужна большая кровать. Тогда вот тебе кровать. Думаю, что это здорово. Она в браке с Дида. Так, теперь нужно найти Дида. Мне интересно, почему Дольче плачет. Грустный. Короче, надо сделать им кабак, чтобы они там чилили и запивали грусть вином. Это Антон. Где твой муж-то? Почему-то ее мужья вечно куда-то пропадают. Я оббежал уже всю деревню со всех сторон, и его нигде нету. Окей, ладно, у меня есть дела поважнее. Гостиница, коптильня, проигрыватель и 4 кровати. Но мне кажется, она должна выглядеть очень круто. Нужно хорошенько постараться настолько, насколько я могу. Извини. Проигрыватель готов, коптильня готова, и моя фантазия построила вот это. Сейчас небольшая экскурсия. Это у нас ковер. Раз столик для двоих, два столик для двоих и для компании из раз, два, три, четыре, 5 человек. Поставил я по бокам цветочки, фонарики, факелы и немного листвы. Я, конечно же, потом все украшу, но я думаю, что это уже выглядит довольно-таки круто. На втором этаже у меня 3 комнаты. Здесь 2 кровати. Тоже надо обустроить, конечно же. Здесь 2 кровати. И здесь 2 кровати. Везде поставил факелы и таблички. Кто не падал, тот не вставал. Лучше 5 сантиметров спереди, чем 25 сзади. И дальше больше. Ну, в общем, вы понимаете. Пацанский отель. Коптильню я поставлю, наверное. Где у меня тут будет кухня? Кстати, да, надо было просто сделать кухню. Наверное, вот здесь. Потом поставлю еще вторую. И проигрыватель. Все-таки коптильню я поставлю сюда, а проигрыватель вот сюда. Ну все, по сути, здание готово. Я могу, наверное, каким-то образом
его сюда добавить. Здесь все соблюдено в любом случае. С этим разберусь чуть позже. И сейчас я хочу назвать свой кабак шляпа кабана. Кто понял? Тот понял. Напишите в комментариях, откуда это. И к тому же я могу полностью переименовать свою деревню. Переименую ее тоже в шляпу кабана. Кайф. Погнали дальше. Ну вот, как я и говорил, они все-таки устраивают совместный оркестр. Только еще не хватает третьего с гитарой. Не знаю, куда он пропал. И у меня также появился еще путешественник. Я у него могу покупать за осколки аметиста. Правда, я нигде не смогу их тут выфармить. Но болотный фонарь я бы купил бы с радостью. Также тут есть маракасы, видимо, на которых они иногда играют. И самое главное, то что у меня кабак не отображается на карте как какой-то определенный дом в виде вот этого, например, мясника. Ну или дом, ну да, все остальные дома. Это, скорее всего, связано с тем, что у меня кровати на 2-м этаже. И нужно их перенести вниз, вот сюда. И, кстати, мне как раз нужна была калина. Если к ней подойти и отправить сюда работать, не вижу ни одного свободного рабочего места. Ну да, как я и говорил, она все-таки не отображается. Если я удалю здание и добавлю новое, то это отобразится как мясник. Тогда, Калина, стой на месте, а я перемещу кровати, наверное, в самый низ. 4 штуки. Просто чтобы затестить, я поставлю их прямо здесь. Удаляю здание и добавляю новое. Все, теперь это гостиница. Все-таки нужно их ставить на 1 этаж. Теперь нужно понять, как расположить здесь кровати, чтобы было максимально всем удобно. Но хотя если убрать кровати, то здание все еще светится как гостиница. Кровати обратно. Ну и дальнейшая задача — добиться повышения ранга. У меня общего количества сердец 74, из которых, скорее всего, 50 с Калиной. Ну да, 54 сердца, но это сделать будет не проблема. Построек 10, население 6-13 и достигнет 400 общего количества сердец. Также нужно построить большой дом и построить хранилище. 4 сундука, 1 кафедра, это не проблема. И большой дом, просто 4 кровати. Окей, сейчас займусь. Ну, по сути, свой дом я могу переделать в большой. Удалить здание. Вы должны стоять в здании. Я понял, 2-й этаж не считается как здание или часть здания, потому что здесь нет потолка. Тогда все это переношу на 1-й этаж. Вот сюда. И добавить. Теперь это большой дом. В списке он появился. Теперь нужно хранилище. Его можно сделать в чьем-нибудь другом доме. Например, в их. Нужно 4 сундука и кафедра. Крыша готова. Добавить здание. И теперь это хранилище. Тут оно тоже появилось. Ну и осталось дело за малым. Надарить всем подарки. Я пошел глянуть на свой огород и увидел, что здесь кто-то ходит. И они каким-то образом выбираются, и почему-то лифт больше не обновляется. Помните, как это было в фильме, что когда приехала та девчонка, больше никто не появлялся. Здесь как раз-таки есть Джулия. 0 сердец, характер чувствительный, настроение пассивное, безработное. Тогда, чтобы ее никто не забрал, я, пожалуй, отведу ее куда-нибудь в отдельное место и пока что оставлю там. Надеюсь, что это довольно далеко от деревни, и сюда никто не придет. Теперь стой здесь, я могу с ней поговорить и немножко поболтать. Сердце сразу повысилось. Окей, продолжаем дальше. Сколько бы раз я не продолжал пытаться к ней подкатить, но получал в ответ одно и то же, продолжая портить наши отношения. Тогда у меня появилась идея получше — задарить ее подарками. Светильник ей почему-то не подошел. Окей, я сбегал в деревню, набрал железо, закидал слитками и броней. Вдобавок еще отдал лопату, топор и щит. Ну, наконец-то. 60 сердец получено, жениться можно, лайфхак есть, едем дальше. Пока что у меня проблема немного в другом. У меня здесь, во-первых, 2 детей, тогда я забираю мелкую и отнесу их в дом. Все, сиди тут и отдыхай. Калина Дида и Калина Ибанка. Готово. Следующий шаг на пути к званию король — это раскидать всех по домам, накрафтить кучу брони, немного поболтать и, конечно же, задарить подарками.
Я добился 424 сердца, и теперь у меня ранг торговец. Теперь нужно 800 сердец и еще построить лазарет. Ну что ж, потихоньку двигаемся к цели. Но вот с этим есть небольшая загвоздка. Все дело в стержнях для зельеварки. Они у нас, как вы знаете, добываются только в аду. Поэтому что? Правильно, нужна лава. Но перед этим нужно решить еще одну проблемку. Огородить Джулию, мою возлюбленную и, возможно, будущую жену. Теперь шахта. Спускаясь по ступенькам, я вдруг услышал знакомый звук. Опа, а ее тут раньше не было. Быстренько за водой заливаю и выкапываю. Получилось 20 штук. Окей, вроде бы должно хватить и на портал, и на алтарь призыва для воскрешения Денха. Ну и следующие 6 дней я потратил на покупку любви своих жителей ко мне, задаривая их кучей подарков. Построил новые рабочие места в виде оружейной, где, кстати, сразу устроилось 3 человека. И к тому же в мою таверну начали заходить новые люди, то бишь путешественники. Конечно же, я сразу предложил им остаться, чтобы в дальнейшем к ним подкатывать и зарабатывать еще больше сердец. В общем, жизнь кипела. Народу было много, и я уже совсем забыл о лабиринте и хоть о каком-то там плане, чтобы выбраться. Но тут произошло это. Я только что вышел за деревню, и у меня каким-то образом прилетают метеориты. Я думал, что это за грохот. Но, как я понимаю, здесь вот эта верхушка полностью закрыта, чтобы нельзя было просто вылезти за стену. И метеориты реально начали падать. То есть, если бы ее не было, тут, кстати, житель есть, 2 штуки, то они бы упали прямо сюда и, возможно, бы все подожгли. А если бы упали прямо в деревню, то разрушили бы ее полностью. То есть, начала происходить какая-то суета. У меня 47-й день, у меня никто не появляется из новых жителей там, и при этом начали лететь метеориты. Такое ощущение, что меня немного куда-то подгоняют, но я чуть не успеваю сделать все, что я напланировал. Нужно делать все в темпе. А еще мне нужно прокачать броника и оружейника, сделать себе броню, ну соответственно и оружие, тэпнуться в ад, найти стержень и потом еще воскресить Денча. Я, правда, в его доме решил устроить небольшую рабочую станцию, но думаю, он меня простит. Но самое главное, у меня теперь огромная торговая точка, большая деревня. И, в общем-то, пока все круто, не считая метеоритов. В общем, нужно немножко ускориться. Джулия храпит. Все хорошо. Я не понял. Здесь огромная армия зомби, и они сломали забор? Чего? У меня с собой вообще нет почти брони, 9 кусочков еды, но вроде бы они не супер сильные. Главное не привести их в деревню. Помимо того, что вылазят скелеты, еще и спавнятся какие-то трупные мухи. Дамажит, конечно же, не сильно. Может быть, меня сейвят мои алмазные ботиночки, а может быть и просто удача. Фух. Готово. Я почти не налутал опыта вообще. Только 2 трупных опарыша. Ну и, конечно же, костей, которые... А, вот он где опыт. Сюда. Я вам скажу так, приколы на этом не заканчиваются. На улице рассвет, и здесь, я так понимаю, что это зомби-житель, но с ним проблем нет. Мне больше не нравятся вот эти 2 чувака. Это то ли какие-то призыватели, то ли кто... Опа, лорд тыквоголовый, уже мы видели. Но его здесь вроде бы нигде нет. Надеюсь, что солнце их просто убьет, чтобы мне не пришлось с ними махаться. Солнце их не берет. Но и выбраться они вроде бы не могут. Давай тогда попробуем просто их забрать. Опа, микроскелетики. Но их точно убьет солнце. Вот это, конечно, прям вообще няшка. Извини, братишка. Твою мать, 2 сердца! О, это очень плохо. Блять, он умеет телепортироваться. Что? Заходит солнце, и он заспавнил голема. Я понял. Что делать? У меня нет щита, у меня нет вообще никаких блоков. И... Блин, мне бы помогли охранники, но в деревню я вообще вести не хочу. Только надо очень аккуратно. Минус. О, халявное дерево. Кайф. Как ни странно,
Я вижу только скелета. Лорд не пропал. А эти... Они могли утепаться в деревню. Я надеюсь, что это не так. Я переживаю за свою деревню больше, чем за себя. И они, скорее всего, пропали, потому что наступило утро. Но они слегка задержались. Полный алмазный сет готов. И у меня в чертеже звание торговец, 950 сердец. И по рангу что? Мне осталось только построить лазарет, чтобы всех лечить, кто заразится. Но пока что еще никто не заражался. И мне нужно резнуть Денча. То есть первое, раз у меня есть броня, я могу сгонять, построить лазарет, то есть в ад сгонять. Только вот вопрос в том, что если я зайду в тот же портал, появлюсь ли я здесь? Вот над этим уже надо подумать. И в дальнейшем сразу же призвать жнеца, в идеале где-нибудь в лабиринте в закрытом месте, и убить его. Ну, с Богом. Такс, а это что такое у нас? Я первый раз вижу такой ад. И я не знаю, связано ли это с этой картой, или это какое-то новое дополнение, что вряд ли. Ладно, погнали на обзорную экскурсию. Я слышу, как открываются ворота. На дворе 53-й день. Прошло ровно 3 дня, как я бегаю по аду. Я не нашел вообще ничего. Ни крепости, ни мобов, ну и, конечно же, ни стержней. Видимо, придется идти обратно. Но я хотя бы вернулся именно домой. Это уже меня радует. Это было несложно, но очень опасно. С возвращением в Эйми Мэй. Оу, да мне все так сильно рады. Ой, мне очень приятно. Ну не надо, не надо, вы мне льстите. Сашка. 147 сердец, однако. Да, он меня любит. Ну и я его тоже. Золотой меч, кусочек золота. У меня 3 стержня. Может быть, я кого-то убил необычного, хотя были только пиглины. Ну, то есть они не могли просто так мне дропнуться откуда-то. Извините, я просто немножко в недоумении, откуда у меня взялись 3 огненных стержня. Прошла ровно минута. Я думаю до сих пор. Я уже никак не узнаю правду, мне нужно срочно зельеварка. Котел, зельеварка, цветочный горшок. Дворянин. О, спасибо большое. Достигните 1200 общего количества сердец. Ну благо, что не в 2 раза подняли. Охватить население в 20 человек. То есть мне нужно либо всех переженить. Но у меня, правда, тут меньше девушек, чем парней. Но эту проблему мы как-нибудь решим. Следующее. Построить библиотеку и построить арсенал. Это не проблема. И вот мне интересно. А если сюда... О, офигеть, сколько тут народа. Чего? Попросить остаться. Итак, где-то прям надо мной прилетел. Он бы мог залететь прямо в деревню, как я и говорил. Но потолок меня сейвит. Смотрите, у меня 11 из 13 населения. Не знаю, почему из 13, видимо, это максимум, который у меня может сюда поместиться, в общем-то. Но если я попрошу остаться, например... Давай просто я попрошу тебя остаться. Все, здорово, я бы осталась. И все равно 11 из 13. Возможно, это связано с местами, где можно, в общем-то, спать. Только не снова мне нужен новый дом, я не смогу найти свой нынешний. Это банка. А что случилось с твоим домом? Угу. Дом банка почему-то его не устраивает. И у меня, кстати, пустые еще эти дома. Нужно сюда будет всех заселить. Так вот в чем вопрос. Если они спавнятся в таверне, то есть ли какое-то ограничение здесь на количество новых посетителей? Но вот их тут прям очень много, из тех людей вообще, которых я не знаю. Храп стоит со всех сторон. Тут какой-то еще Деяр спит. Но они почему-то не спят по двое. И там еще кто-то плачет. А если я тогда кровати немножко разделю? Например, поставлю отдельно. О, население увеличилось. Вот это, кстати, хорошо. Ну все, погнали за работу.
Жителей стало уже 20 из 27, и они заселили все домики, которые здесь есть. Как видите, я решил не строить новые, потому что у меня тупо нету ресов. Ну и как бы в тесноте не обиде, живут все в общагах. Но я решил им построить еще одну таверну, чтобы не скучали, а то они все какие-то грустные ходят. Вот такое чудо у меня получилось. Вход, как обычно, двери я делать не стал, чтобы они постоянно не шумели, не выходили. Да и в общем, чтобы все видели, что здесь свободно. Можно заходить и чилить. Это огромная типа барная стойка. Здесь у меня печки, где якобы что-то готовится. Ну и, конечно же, комнатка, где можно классно провести время. Правда, здесь тоже не будет двери, поэтому... Ну и, в общем-то, сбоку тоже хорошо видно. Кстати, там вот сидит ребенок. И будет это все видеть, но надеюсь, что он скоро подрастет. Но об этом я пока что умолчу. Беру чертеж и добавляю здание. Хотя бы одна дверь. Понятно. Раз, два. Добавить здание. Еще одна гостиница. Кайф. Теперь здесь будут тоже собираться люди. Моя деревня превращается слегка в большой город. И меня это радует. Для библиотеки 32 книжные полки и одну кафедру. Это у нас тоже все имеется. У меня появилось новое здание, пришлось его построить, потому что больше некуда размещать мою библиотеку. И также я сразу скрафтил книжный стол, ну, чтобы впустую не потратить полки. Правда, слегка просчитался, и по центру его расположить не получится. Но я, в общем-то, себе особо и не удивлен. Хотя можно пихнуть его прямо сюда. Тоже будет неплохо. Красота какая. Ну и, конечно, сюда нужно поставить кафедру. Где-нибудь вот здесь. Добавить здание. И не вижу, где оно появилось. Бухгалтер. 31 книжная полка. А куда пропала еще одна? Что-то я не догнал. Окей, давай докинем еще одну полку. Ну подвинься. Ты что, прикалываешься? Ладно, давай еще разок, только подальше желательно от нее. Вот сюда. Добавить здание библиотека. Супер. Теперь что? Теперь правильно. Осталось добить 200 сердец. И, кстати, у меня опять они прибавились. Я и не понимаю, с чем это связано. Где все мое барахло? Вот моя броня. Пора дарить подарки. Еще изумрудов туда же накидаю. На дворе 61 день. И я стал... Почему опять дворянин? Почему опять уменьшилось? Я понять не могу. Меня опять рады все видеть. Я не понял, кто меня разлюбил. У меня было только что 1003. А, во. Все, теперь я мэр. Чего? 2500 сердец? Да вы охренели. Убейте мрачного жнеца. Построить тюрьму. Слушайте, ну это прям складывается все идеально для того, чтобы резнуть Денча. Вон все еще табличка висит, мне все еще грустно. Итак, 2500 это прям, ну, очень много. Это в 2 раза, это, ну... Это реально охренеть, как много я заколебался фармить. Охватить 30, ну это не проблема, хотя они что-то особо сильно не прибавляются. Один откуда-то вылупился и все. Других не вижу. Тюрьма. Тюрьма, что там для тюрьмы вообще надо? Железные прутья, кровать, железная дверь. Ну, это не составит труда. А вот убить мрачного жнеца... Ну, вроде бы я, в общем-то, к нему готов. Знаете, что было бы прикольно, я подумал? Вот этот мелкий, Калина, видит все, что происходит в баре. И при этом, если бахнуть еще напротив тюрьму, это будет классно. Ну, конечно же, я так делать не буду. Прошу любить и жаловать, тюрьма готова. Прямо напротив кроватки. Прекрасно. Заходим. И здесь у меня кроватка, все в решетках. Отсюда, конечно, могут все дропнуться, поэтому я, пожалуй, тут закрою. Но вообще сделано как в фильме. То есть они же там тоже ходили на дни, но там было, правда, все в таких колышках прикольных. Ну а тут я решил просто сделать все решеткой. Добавить здание, и у меня появилась тюрьма. Прекрасно. Ранг не меняется, сердце это хорошо, житель не прибавился. И теперь нужно что-то думать с сердцами. Да, это самое запарное. Но чтобы сделать это чуточку веселее, я решил убить мрачного жнеца именно в лабиринте. Потому что он сможет вылететь, если, ну, куда-то просто улетит на рандоме и убить всех тут в деревне. Поэтому, так как здесь нельзя вылетать за потолок, и когда двери закроются, соответственно, ночью, я его попробую призвать.
Ну вот и ворота закрылись. Я построил небольшую себе такую будку, чтобы хоть куда-то забегать и сейвиться. Но вот я не знаю, сможет ли он залететь за мной. Поэтому я в идеале сделал бы еще вот так вот, на всякий случай. Потому что если он зайдет за мной, то он меня здесь просто убьет. Ну хотя с другой стороны, я могу здесь себе тоже выход пробить. Тогда будет прям вообще супер. Да, примерно так. Лук имеется, блоки не имеются почти. Очень мало у меня их. Ставлю посерединке изумруд. И по бокам, насколько я понял, наверное, в один блок где-то так, да? Ну да, примерно на таком расстоянии должны стоять обсидианки. Я надеюсь. И раз, и два, и три. О, вон он летает наверху. Да уж, это будет потно. Он, кстати, следит за мной, засранец. Что я могу ему сделать? Итак, если... Понял, он в меня пикирует. А я его не пробиваю? Добро пожаловать в шляпу кабана. Ага, он еще и телепортируется, окей. Давай тогда тестить вариант с тем, чтобы спрятаться за булыжниками. Здесь я закрою, он до меня не достает. Снимает он очень много, то есть он потратил мне пол хп. Я, наверное, могу его по ноге ударить. Да, по ноге я ударить его могу. Такое ощущение, что где-то вылез гривер. И вот это самое хреновое, чем могло произойти. Че, он у меня меч спер? За стенкой полная темнота. На меня, видимо, кинуло ослепление. Засранец куда-то улетел. Где ты? Где-то, скорее всего, надо мной, да? Я слышу, как он смеется где-то вот прям... Тут за стенкой. Блять. Давай еще раз спикируй. И пойдем за мной потихоньку. Так. Погнали, 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 погнали. Сюда, пожалуйста. Ай, тут закрыто, твою мать. О. Кайф. Так, стрела, ну что же. Стрела в него не попадает вообще. Звуки гривера. Надо было просто скрафтить чуть поплотнее броню, чтобы прям махаться с ним в лицо. И тогда было бы все гораздо проще. Я вижу, как там наверху стоит какой-то чел. Это что такое? Прошу прощения. Это зомби в броне? Интересно. Видимо, он прилетел с метеорита. Вообще фиг знает, откуда он там. Без остановки просто бахает молния. Жнец опять куда-то улетел. Ударили, вон зомби стоит. Странно. Вы не представляете, что произошло. У него осталась половина хп. И эта мразь портанула меня на самый верх. Это уже что-то очень странное. Сначала я разберусь с ними. Главное, чтобы в меня не прилетел метеорит. Все потемнело. Он меня опять куда-то портанул. Он у меня забрал пушку и положил мне туда огонь. Пока он стоит, я могу в него успевать настреливать с лука. Правда, у него хп регенится очень быстро. Но, возможно, я смогу его добить, если не будут зомбаки мешать. Так, убегаю дальше. Как же хреново, что они заспавнились еще и в броне. Я добью его, чуть-чуть осталось, один удар. Один удар, меня стреляет, где-то скелет настреливает, засранец. Есть! Есть! Я победил жреца. Жнеца и жреца тоже. Надо только выжить, как же больно он стреляет. Выйди ты из огня. Все. Как же это было жестко. Я не знаю, каким образом я выжил, и я не знаю, как мне спуститься вниз. Да идите нахрен. Что у меня имеется? Коса. Убейте деревенского жителя и поймайте его душу. Затем щелкните правой кнопкой мыши на надгробие, чтобы возродить. Но будьте осторожны, павший житель деревни восстанет как нежить. Для этого у меня как раз есть тюрьма, но проблема в том, кого убить. И еще вторая проблема, как мне спуститься вниз. Зато я могу побегать и поглядеть на свою деревню. Там все чилют, кайфуют, а я тут дерусь за то, чтобы Денча возродить. Ну и хрень. Возможно, если я подбегу к открытым воротам, то вот здесь не будет этого потолка. Может быть, но я не знаю. Я бы очень хотел, чтобы это было так. О, я спустился. Так, здесь везде пол есть. Вы гляньте, насколько огромный лабиринт. И там, кстати, какой-то выход есть. Но я туда пока не пойду. Здесь, кстати, можно наверху строиться и блоки ломать. Это прикольно. А здесь? А здесь? А здесь? Это что у нас? Блин.
Или нет? Или я смогу все-таки прокрасться? Непонятно, куда я копаюсь, но я потихоньку разбираю лабиринт. Может быть, у меня получится... О, боже мой. Да ну нафиг. Я выбрался. Фу, слава тебе, Господи. Оказывается, можно делать дырки в лабиринте. Но не советую этим пользоваться. У меня это произошло максимально случайно. Я выжил. Все хорошо. Идем домой. Будем искать самого ненавистного ко мне. Кто мне первый гадость скажет, того и убью. Это кто? Алджо... Сюда иди. Мне кажется, он прям чувствует, что я хочу его завалить, и просто не выходит отсюда. Стоять. Иди за мной. Итак, 0 сердец, настроение депрессивное, дальтонизм, вегетарианец. Давай я с тобой поболтаю. Мне давно нужно съездить в другую деревню неподалеку отсюда. У меня есть несколько друзей, которых я давно не видел. Пойдем, я покажу тебе дорогу. Ну что ж, братишка, извини, но такова твоя судьба. Новый мрачный жнец. Все, вроде бы я душу подобрал. Теперь мне нужно, кстати, уменьшилось ли у меня... Нет, общие сердца не уменьшились, ранг мэр. Все в порядке. Идем к Денче. Возродись, друг мой милый. Душа за душу. Прекрасно. Ты, может быть, уже наконец-то вылезешь, нет? Здорово. Так. Депрессивный стражник, 21 сердце, действовать, иди за мной. Пойдем, пойдем, пойдем. Не подходи лучше никому, я тебя очень прошу. Ну, вы, может, разберетесь уже как-нибудь, нет? Двери непреодолимое препятствие. Нам сюда. Жди здесь. Вот тебе решетка. Пока что почиль немного. Я придумаю, как тебя вылечить. О, кайф. Надропалось немного железной брони. Самое время... кому-нибудь ее подарить. Калина, иди сюда. Теперь у меня есть жена. Стоп. Я слышал звук, как будто в меня кто-то плюнул. Надеюсь, что не она. В браке с Вэйми Мэй перегружена. Теперь ты можешь быть свободна. Наконец-то. И у меня, кстати, появилась возможность казнить. Броня профессии. Да, я стал наконец-то монархом. И теперь дальше больше делать здесь нечего. А соответственно что? Пора отсюда валить. Ну что ж, по сути я собрал всех. Там осталось где-то 3-4 человека, не больше, но они почему-то не захотели за мной идти, как бы это было не очевидно, они меня просто не любят. Здесь у нас, конечно же, моя жена, там он Банка, Дольче, который все еще болеет, и остальные рандомные чуваки. Но главное, что моя компашка собрана, и можно потихоньку выдвигаться. Это все, что я взял с собой. Кучу блоков, кучу стрел, арбалет, зажигалка. Если что, поспать, конечно же, 8-й компас и кучу еды. Надеюсь, что я выживу. Погнали. Я добежал до 8-х врат. Вроде бы все остались живы, на нас никто не напал. И остается последняя загадка. Как открыть эти ворота? На дворе ночь. Я буду надеяться, что что-нибудь произойдет. Твою ты мать, здесь где-то рядом бродят 4 лорда тыквоголовых. 5, 6, 7, 8, чего? Там дырка в стене появилась. Там дырка. И они меня не преследуют. Пока что все хорошо, окей, пойдем посмотрим. Судя по компасу, нам точно туда. О, я знаю, что это такое. Они должны закрываться. И нужно быть здесь максимально аккуратными. Главное бежать по компасу, и все будет хорошо. Мы в полной комплектации добежали до стены. Дальше уже идти некуда. И по всей видимости где-то... Да подвиньтесь вы, ё-моё. Вон там есть проход. Пойдем. И он, к счастью, тоже открыт. Какой-то темный лабиринт. Ага. Я дошел до тупика. А что дальше? Показывай. Если я... я просто его поднес. И тут открылось. Там стоит гривер. Там стоит гривер. Окей. Давайте сделаем чуть попроще. Чтобы вас всех не потерять. Я вас закрою здесь.
А сам пойду разбираться туда. Я надеюсь, вы не умеете ходить сквозь блоки. Но с Гривером я думаю, что уж справлюсь. Тем более, что с одним. А там что у нас интересно внизу? Понятно, если упасть, сразу смерть. Пропускать удар не хочу. О, минус. Так, выпала. Вторая? То есть, по сути, можно зайти вообще в любую. Ну окей, давайте пробовать пока что эту. Щит уже почти сломался. А я другие не взял. Я что, совсем уволень? Аккуратно. Все выходим. Здесь у нас тоже стена. Все закрыто. Если я возьму компас, то потихоньку открывается. Никто не нападает, никто не спавнится. О, проход. Так. Факел ставлю. Здесь какие-то кнопки. Все залазим. Никого, главное, не оставить. Компас в руки. Ладно, возьму факел, ничего не видно. С компасом тоже непонятно. Если нажать все кнопки... Да твою ты мать! Да подвиньтесь вы! Нас телепортировало? Где мы вообще? Я не понял. Твою ты мать.